Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем повязку крючком. Узор очень простой, повторяется всего один ряд. Узор двухсторонний. Можно связать этот узор по кругу, но я вязала по обхвату головы в длину. И украсила цветком. Пряжу использовала детский акрил в 100 граммах 400 метров. Крючок 3 миллиметра. Для цветка 1,5 миллиметра крючок. Я провязала уже установочный ряд, набирала 20 воздушных петель, и всего у меня получилось 18 столбиков с накидом. То есть вязала в каждую петлю цепочки по столбику с накидом. Итак, первый ряд, который у нас будет повторяться. 3 воздушные петли подъема, поворачиваю вязание, делаю накид на крючок, отсчитываю 2 петли, в третью ввожу крючок и провязываю столбик с накидом. Далее делаю накид на крючок, возвращаемся к первой петле пропущенной и вытягиваю петли. Буду вытягивать 4 петли. Делаю накиды и вытягиваю 4 петли. 2 петли вытянули, 3, 4. Теперь провяжу накиды вместе. На крючке 2 петли. И провяжу их вместе. Далее делаю накид на крючок. Снова отсчитываю 2 петли. И в третью провязываю столбик с накидом. Теперь снова накид на крючок. Возвращаюсь к первой пропущенной петле. И вновь вытягиваю 4 петли. Первая. Накид на крючок, 2 петля, накид на крючок, 3 петля, накид на крючок, 4 петля. Теперь провяжу накиды вместе. Провязали на крючке 2 петли, их провяжу вместе. И так продолжаем до конца ряда. Накид на крючок, отсчитываем 2 петли на основании, в третью провяжем столбик с накидом. И теперь снова делаем накид на крючок, возвращаемся к первой пропущенной петле и вытягиваем 4 петли. 2 петли, накид на крючок, 3 петли, накид на крючок, 4 петля. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке провяжу вместе. И так буду продолжать до конца ряда. Провяжу накиды вместе, 2 петли на крючке вместе и закончу ряд столбиком с накидом. Провязали. Вот такой узорчик у нас получается. Теперь 3 воздушные петли подъема для перехода на следующий ряд. Следующий ряд повторяем как в первом ряду. 3 воздушные петли у нас уже есть. Отсчитываем 2 петли на основании, в третью провяжем столбик с накидом. Теперь, как в первом ряду, накид на крючок, возвращаемся к первой петле и вытягиваем 4 петли. 2, 3, 4. Провяжу накиды вместе, 2 петли на крючке,
вместе. А теперь будем также отсчитывать 2 петли на основании и в третью провязывать столбик с накидом. Провязали. Теперь возвращаемся к первой пропущенной петле, делаем накид на крючок и также вытягиваем 4 петли. Провяжу накиды вместе, 2 петли на крючке вместе и повторяем до конца ряда. Накид на крючок, отсчитываем 2 петли на основании, в третью провязываем столбик с накидом. Далее накид на крючок, возвращаемся к первой пропущенной петле, вытягиваем 4 петли, все то же самое, как в первом ряду. Закончу ряд столбиком с накидом. Вот такая косичка уже получилась. Делаем переход на следующий ряд. 3 воздушные петли подъема и повторяем все то же самое, как в первом и во втором ряду. В третью петлю столбик с накидом, возвращаемся к первой петле, поднимаем 4 петли, 3, 4, провяжу накиды вместе, 2 петли на крючке вместе. Снова столбик с накидом в третью петлю основания. И так будем продолжать до конца ряда. Вот я связала уже повязку на длину обхвата головы. Закончила также рядом столбиком с накидом. Сшила при помощи столбиков без накида. И уже одну сторону обвязала. Вот сейчас на второй стороне покажу, как я делала обвязку. Так я обвязываю все почти свои изделия. Мне этот вид обвязки очень нравится. Получается очень аккуратный край. Ввожу крючок, вытягиваю петлю, оборачиваю рабочую нить вокруг 2 петель и провязываю эти петли вместе. Снова ввожу крючок, вытягиваю петлю, оборачиваю нить вокруг 2 петель и провязываю их вместе. Ввожу крючок. Получилось 2 петли, оборачиваю их нитью и провязываю эти 2 петли вместе. И так далее, пока не обвяжу всю эту сторону по периметру. Вот такой аккуратный край у нас получается. Повязку решила украсить цветком в тунисской технике. Цепочку из 7 воздушных петель замыкаю в кольцо. И теперь буду провязывать туда лепестки. Набираю 9 воздушных петель. Набрали 9 петель, теперь поднимаем петли, как в тунисском вязании.
Последнюю петлю вытягиваем через кольцо. И теперь будем закрывать сразу по 2 петли до конца ряда. Закончили ряд. Теперь сделаем прибавку. Провяжу одну воздушную петлю и продолжаю набирать петли. Последнюю петлю будем протягивать через кольцо. И также закрываем обратный ряд по 2 петли до конца ряда. Так вяжем. Всего лепесток у нас состоит из 7 рядов. Следующий ряд также прибавляем петлю, провязываю воздушную петлю и набираю петли. Из каждой перемычки предыдущего ряда поднимаю петлю. Последнюю петлю вытягиваем через кольцо. Закрываем также по 2 петли до конца ряда. Мы провязали 3 ряда и последний ряд прибавок. Провяжу воздушную петлю и снова поднимаю петли. Последнюю петлю буду поднимать из кольца. Провязали. Последнюю петлю вытягиваю через кольцо и в обратном ряду закрываю по 2 петли до конца ряда. Довязали ряд до конца, теперь 3 ряда убавок. Поднимаем петлю, протягиваем сквозь первую петлю. Вот у нас получилась первая убавка. И далее, как обычно, поднимаем петли. Последнюю петлю вытягиваю через кольцо. В обратном ряду закрываю по 2 петли. Теперь второй ряд убавок. Поднимаем петлю, протаскиваем ее через первую петлю и далее набираем петли до конца ряда. Последнюю петлю будем поднимать из кольца. Последнюю петлю вводим крючок в кольцо, поднимаем петлю. В обратном ряду закрываем по 2 петли. Провязали, и остается последний третий ряд убавок. Поднимаю петлю, протаскиваю ее через первую петлю и далее поднимаю петли до конца ряда. Последнюю петлю вытягиваю через кольцо. В обратном ряду закрываю по 2 петли.
Провязали 2 последние петли. Вот наш лепесток готов. И теперь соединительными столбиками пробираюсь к основанию, для того, чтобы мне можно было начать вязать второй лепесток. Вот такой лепесток получается. Вот так он выглядит с изнанки. Готовый цветочек можно оставить так, если вам понравятся края. Можно обвязать. Я сделала обвязку, как на повязке. Можно приступить к вывязыванию второго лепестка. Для этого набираю 9 воздушных петель. Вяжу аналогично. В процессе решила сделать тычинки. Покажу, как делала. Делала тычинки сразу после лепестка. Использовала вот такой крючок. Видела такие крючки в продаже на Алиэкспресс. Делала 8 навивов. И делаю такой узелочек. Протаскиваю петли. На камеру не очень удобно показывать, но вообще очень легко, конечно, с этим крючком. Так, получается вот такой узелок. Останется его закрепить. И беру крючок 1,5 миллиметра и по цепочке из 4 петель, которую мы до этого вяжем, спускаемся соединительными столбиками к основанию. Вяжу в каждую петлю цепочки соединительный столбик. У меня камера расфокусировалась, но думаю, будет понятно. В каждую петлю цепочки, то есть начинала вывязывать эту тычинку, 4 воздушные петли провязывала и потом делала навивом. И теперь можно приступать к следующему лепестку или сделать еще одну тычинку. То есть здесь уже от вашей фантазии зависит. Вот такая повязка получилась у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!